Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о колоде, которая называется «Алфавит». Автор Дмитрий Невский, издательство Медков СБ. Это довольно необычная колода, поскольку автора довольно необычный подход. Здесь, да, помимо основных арканов, которые в классической системе Таро, он добавил еще 6 карт рока. Но это не все изменения, которые попытался автор внести в систему. И вот мы сейчас как раз посмотрим, какие. Коробочка, в общем-то, обычная. По качеству карты довольно неплохие, но очень скользкие. То есть они прям глянцевые такие достаточно и очень скользкие. Книжечка тоже, в принципе, обычная. И вот здесь нам в книжечке уже автор объясняет немножечко свой подход и то, в чем я с ним, в общем-то, согласна. Это то, что сами вот причины, да, по которым я создала Таро, что образы, которые в классические архетипы, да, представляют, это старые образы. Прошло время, сменилось поколение, и нужно создавать там что-то новое. Но он говорит о том, что создать колоду 21 века значит уйти от первоисточника еще дальше. Поэтому он предлагает уйти в прошлое, в те времена, когда мир был проще, а восприятие острее. Ну, довольно интересно тоже, вот опять же, именно от этого автора читать про более простое восприятие, потому что ничего простого в его колоде и в его книгах нет. Но посмотрим, да. Значит, почему вообще она называется «Алфавит»? Это, видимо, потому что автор соотносит много исторических учений в одном вот этом собрании, скажем так, да, то есть это Таро, это не просто Таро, то есть это все и с Кабалой связано. И 22 старшие арканы — это 22 буквы иврита, соответствует. Ну и, соответственно, что-то еще о финикийской письменности, да, что я так понимаю, что именно к этому это является причиной, по которой она называется алфавит. Да, вот эта финикийская письменность, родоначальница большинства известных человечеству систем письменности, и 22 буквы иврита. То есть, как вы уже поняли, автор сделал в этой колоде такой исторический коктейль, я бы сказала, из очень большого количества учений разных, и попытался их все вместе увязать. По характеристикам тут написано все как обычно. Ну, еще он добавил, да, вспомогательное название. Ключевые слова, значение карты в прямом положении. Ничего такого особенного, чисто книжечка для того, чтобы понять ближе восприятие автора. И в конце вот еще перечислены многочисленные труды автора по этой колоде. Тут у него 10 книг только по этой колоде. И, в принципе, для ознакомления с самой колодой, да, с арканами, это первая, вторая книга, может быть, третья. Остальные уже тематические, да, то есть второй Кабала, практические техники магической работы, психология в картах Таро, бизнес и деньги, Таро, исследование судьбы человека, чувства, эмоции и методики личностного развития, медитации в окружении. Ну, вот такие труды. И я сейчас сразу по одной из книг скажу. У меня есть одна из книг, естественно, это «Психология в картах Таро». Но нужно сказать, что не слишком много какой-то полезной информации я не нашла для себя. Отдельно просто хочу отметить то, что
не очень приятно читать книгу, в которой очень много ошибок. Это как бы вопрос не к автору, а к издательству, потому что, ну, вот, например, на протяжении всей книги мне сообщают, значит, что это магические возможности колоды Таро, хотя на самом деле это психология в картах Таро. Ну и на самой обложке у нас вы познакомитесь с множеством материалов. Ну, например, да, это на самом деле это не единственные ошибки. А по содержанию тоже, в общем-то, такое, ну, для тех, кто хочет побродить в эзотерических дебрях, прям вот все 10 книг рекомендую. Что касается качества карты, ну, я уже сказала, да, что, в принципе, к картам претензий особо нет, они просто немножко скользкие. А вот такая башка интересная, но она не симметричная, да, как мы видим. Здесь вот изображение и подписано еще вот значение стихий. И, в принципе, колода интересна, да, тем, что тут очень много символики, помимо того, что он изображено на карте. Чаще всего используют символику изображения, но автор добавил еще очень много символики, большое количество, да, вот именно на вот эту рамочку. Значит, у нас название карты на 2 языках, дополнительное ключевое слово карты, положение карты на древе жизни Сферот. Это из Каббалы, я так понимаю. Что здесь еще? Цифровое обозначение карты, понятно. Здесь это обозначение, это из астрологии, да, то есть это обозначение либо планеты, либо дальше там знаки зодиака. Вот остальные знаки тут на старших арканах я не знаю, что. На младших там изображение стихии, да, то есть вот это у нас воздух. И касательно стихии, то автор поменял стихии, да, то есть он посчитал, что жезлы это у нас воздух, а мечи это огонь. И, соответственно, карты по цветам тоже отличаются, то есть именно стихия земли это зеленая, стихия воздуха голубая, ну, синяя такая, а стихия воды голубая и стихия огня красная с черным. А старшие арканы коричневые и еще карты рока, которые автор добавил, они черные. Чем мне нравятся карты? Ну, вообще рамочка это мне в принципе нравится, да, то есть вот эти все большое количество символов и слов различных, они меня не отвлекают совершенно. То есть мне нравится рамочка именно тем, как я уже говорила, что, ну, это как будто окошко такое, да, в которое мы заглядываем. И мне нравится именно символизм в изображении. То есть мне очень нравится работа художника. И вообще с самого начала, да, почему, в принципе, мне понравилась колода, это именно вот из-за иллюстраций и символики, которые есть в этих иллюстрациях. Эти карты очень подходят для метафорической, ну, как для проективной работы в качестве метафорических ассоциативных карт, особенно с мужчинами, потому что здесь очень много именно мужских образов. Да, ну они вот так расположены, то есть это шут, потом маг, то есть это расположение, которое было изначально в картах. Я по памяти постаралась расположить, как они были расположены в начале. Я не знаю, имеет это какое-то значение авторское или нет, но просто на всякий случай. Это у нас тузы, они совершенно никак не обозначены как тузы, то есть это вот единичка динариев такая. Да, и вот здесь буквально, да, младшие арканы, там буквально повседневная жизнь изображена. И вот именно эти младшие арканы очень, да, старшие арканы, младшие арканы, а все, кроме карт рока и карт двора,
А мне очень интересно именно вот в такой проективной работе. Ну, вот эта жрица. И некоторых, чем они вообще тоже хороши, то что повторяются некоторые образы, да, повторяются на разных картах. То есть этот дом потом тоже будет на некоторых картах. Одни и те же персонажи тоже есть на разных картах. И можно придумывать целую историю, целую сказку об этом персонаже. И, в общем-то, это довольно интересная работа. Что касается авторского именно видения подхода, то, ну, вообще, что я хотела показать, да, что совершенно не обязательно разделять точку зрения автора для того, чтобы пользоваться картами, потому что можно найти совершенно другое применение, потому что я именно как бы точку зрения автора в этом отношении, в том, что он, может быть, и вкладывал в карты, и то, что его видение системы в том числе, я совершенно не разделяю, например, ну, совершенно не вижу смысла в картах Рока, при том, что, ну, вот, например, на сайте, да, своем, где он пишет о колоде, сейчас постараюсь процитировать, он пишет, что в карты включены 6 карт Рока в колоду, да, это инструмент, который не использовался открыто в картах. Ну, вот такие тайные знания, которые известны только ему, видимо, которыми он решил с нами поделиться. Не знаю, честно говоря, я вижу в картах Рока то, что можно, да, как их интерпретировать, это есть и в других картах уже в архетипах, известных из классической колоды. Поэтому, да, и вот, кстати, опять же, да, например, окно. Вот оно повторяется, да, и там была дверь, да, которая тоже, вот она. Вот такие ворота, да, вот их здесь чинят, они были на предыдущих картах, тоже были ворота эти. Окно то же самое, там дальше будет рыцарь, который тоже можно о нем целую историю рассказать. То есть мне интересно именно вот в таком ключе. Тут карта влюбленной, да, там буквально, да, выбор такой. Вот эти ворота тоже на разных картах встречаются. Ну, что касается авторского подхода, да, который я не очень разделяю. Ну, вот он, рыцарь этот, да. Это то, что, ну, например, еще говорят о том, что, опять же, там же на сайте, что цель и задача колоды продемонстрировать то, что, возможно, было утеряно или части забыто со времен, когда Таро были прежде всего магическим инструментом для изучения мира, не только предсказательным системой, созданной для развлечения и самоуспокоения. Но это забавно, потому что Таро как раз и были созданы для изучения, для развлечения изначально. Ну да ладно. Поверим автору на слово, что это действительно, ну, совершенно не обязательно, да, вот, конечно, когда какая-то колода нравится, нужно постараться понять, что пытался вложить в нее автор. И я всегда стараюсь изучить побольше об авторе и его подходе. Но это совершенно не значит, что его нужно разделять, правда же? И я категорически против такого подхода, когда автор именно
дает определенные значения своим картам. Ну вот совершенно четкие, какие-то строгие, определенные. Что вот это вот так, а вот это вот так, и вот никак по-другому. То есть я совершенно этого не разделяю. Мне кажется, что как раз не может быть такого общего какого-то значения единого. В этом отношении интереснее, наверное, было бы ну, такие общие как раз слова, но то, что пишут обычно в МБК, да? То есть приблизительно в нескольких словах. Или если это, ну, опять же, подробно писать, то это не должно быть конкретное значение, это должно быть какое-то направление, которое автор задает. Да? То есть он может рассказать, например, о том, что он видит, что изображено на картинке, что он, по крайней мере, пытался изобразить, потому что не всегда это видно. И довольно интересно, конечно, ознакомиться с этим, изучить, понять, что он пытался изобразить на этой картинке. Ну, так что вот эта карта значит это, а вот это вот то. Такого, конечно, быть не должно. И такого бескомпромиссного, да, подхода, немножко, может быть, даже высокомерного, скажем так, да, какого-то пафосного такого, ну, точно быть не должно, мне кажется. Но это мое личное мнение, опять же. И мне не очень интересно дальнейшее изучение книг по колоде этой, но она мне сама, колода, очень нравится. Очень нравится в том ключе, в котором вижу я ее в работе. И с самого начала как бы видела именно вот в таком ключе. Вот эта карта тоже очень интересная, потому что она идет как такая заглавная, да, карта. То есть она вот здесь на рекламной карте. Она идет на книжечке. Она идет на коробке. Почти везде. Но, откровенно говоря, мне кажется, что она совершенно не характеризует колоду. Это как раз карта, которая из нее выбивается, на мой взгляд. И это карта, которая, ну для меня, да, опять же, это мое восприятие личное, что это опять же такое немножко очень пафосная какая-то карта. И то, что именно ее выбрал автор на обложку и на такую характеристику колоды, тоже, наверное, о многом говорит. Дальше вот у нас идут карты двора. И карты двора, они тоже немножко выбиваются из этой колоды. Но, в принципе, их тоже можно использовать. И тоже довольно интересные есть образы. Но младшие арканы и старшие арканы, да, младшие арканы, помимо карт двора, они как-то больше у меня в работе. Карты двора более такие менее естественные, я бы так сказала. Ну, вот это разный цвет карт, разные. Вот это большое количество символов. Меня, в принципе, это совершенно не отвлекает. И наоборот, это даже любопытно, интересно. Ну, вот эти карты рока. Почему карты были опять же так именно расположены изначально, я не знаю. И много вот символики какой-то тоже непонятно есть. Но опять же слова, вот которые, да, ключевые написаны, можно, конечно, их считать, но я уже привыкла даже на них не обращать внимания. Но, безусловно, я думаю, что и авторский подход, и точка зрения автора могут быть вполне кому-то интересны.
Но опять же, я хотела бы показать, что совершенно не обязательно, если вы там не интересна вам каббала или вы там не разделяете, ну, неинтересно там астрология, еще какие-то моменты. И, в принципе, да, не обязательно изучать даже все книги, которые автор по колоде написал. У кого много свободного времени, кому интересно, безусловно, можно это сделать. Но, в общем-то, здесь есть МБК. И, в принципе, изучение МБК и почитать, может быть, там на сайте автора какие-то характеристики к его колоде и книгам, может быть, будет достаточно. Ну, такая интересная, очень интересная колода. И я думаю, что ее можно рекомендовать именно для проективной метафорической работы. И, конечно, можно ее использовать как таро, можно брать карты рока, можно не обращать внимания на цвет стихий, да, то есть, в принципе, можно найти и применение. И мне она, безусловно, нравится. Надеюсь, информация была для вас полезной. Поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь. Будет много интересного. Всего доброго.